Всем огромный привет, друзья мои! Настроение огонек, и для этого есть особый повод. Сегодня мы приготовим яркое и очень вкусное блюдо – корейка с ребрышками и овощами на садже. А самое главное то, что готовить сегодня мы будем на новой печи и новом чугунном садже. И я давно себе хотел приобрести качественную мобильную разборную печь для выезда на рыбалку, на природу, чтобы удобно было перемещать по территории, меняя зоны приготовления. Проще говоря, нужна была качественная мобильная печь, а главное по адекватной цене. Так как вы у меня часто спрашиваете, а что у тебя за печь, а что за казан, а по какому принципу выбирал, я вам отвечу так. Сколько людей, столько и мнений. Исходя из личного опыта и знаний, я отдаю предпочтение печам и чугунной посуде, произведенных в Узбекистане. Именно они льют из стопроцентного чугуна, и качество исполнения на высоте. Изучив огромный ассортимент на пространстве интернета, мое внимание привлекла печь под 12-литровый казан Давр Металл узбекистанского производства. Кстати, там на сайте предоставлен огромный ассортимент чугунной продукции: сковороды, саджи, решетки и многое другое. И вот, друзья, свершилось. Знакомьтесь, моя новая красавица. Выглядит шикарно, прям глаз не оторвать. Пройдемся по характеристикам. Печь под 12-литровый казан. Сразу в глаза бросается фирменная гравировка Давр Металл. Выглядит классно. Дверка 20 на 20. Замок с плотной фиксацией. Разборные ножки, что очень удобно при транспортировке. Дымоход состоит из 4 частей, тоже разборный, это очень важно. Есть заглушка для регулировки тяги и жара в печи. Удобные ручки для переноски. Топка 40 см, высота 32 см. Полный рост печи 150 см. Есть зольник для золы. Изготовлена из качественной 2-мм стали, окрашена огнеупорной краской, что придает ей не только шикарный вид, но также защищает от коррозии. Также производитель позаботился и положил удобную кочергу. Узбекский чугунный садж Давр Металл присмотрел там же. Выглядит очень качественно. Произведена ручная шлифовка внутренней поверхности саджа, диаметр 50 см, стенки толщиной 5-6 мм, что дает нам равномерный разогрев и удержание тепла. Ручки с фирменной гравировкой Давр Металл. Весит 10,5 кг, высота 8,5 см. Поставляется в комплекте с удобной подставкой и чашей для золы, что нам необходимо для красивой подачи и подогрева блюда. Ну вот, друзья, и похвастался. Приступим к обжигу саджа. Разжигаем огонь. Устанавливаем садж на печь. Дадим саджу хорошенько нагреться. По мере нагревания будет выгорать заводская смазка. Садж будет становиться белым. Мы будем его поворачивать. Нужно, чтобы смазка выгорела со всех стенок саджа. Садж в центре побелел. Немножко наклоним. Вот так, чтобы стенки пошли выгорать. Рекомендую для тех, кто будет обжигать чугун, запастись, ребята, временем, потому что это занимает минимум 2-3 часа в зависимости от толщины чугуна и ваших условий. Обжиг саджа сделали, снимаем и даем ему остыть.
После того, как садж остыл, его нужно хорошенько промыть. Промываем теплой, чистой водой. Используем только губку, никаких моющих средств. Тщательно промываем все стенки, не торопимся. Воду будем менять несколько раз. Садж помыли, протираем бумажным полотенцем. Чистый садж обратно на печь. Даем хорошенько накалиться. Берем льняное масло. Немного наливаем. И бумажными салфетками равномерно размазываем по всей площади саджа. Слой должен быть тонкий, без потеков. Для нанесения защитного слоя используем именно льняное масло, так как оно обладает хорошими поляризационными свойствами, отлично впитывается в поры чугуна, тем самым создавая тоненькую антипригарную пленочку. Не даем первому слою выгорать. Опять чуть-чуть наливаем. Такую процедуру нужно проделывать 2-3 раза. И в 3-й раз. Все, ребята, защитный слой нанесли. Самое время познакомить наш садж с овощами. Берем, наливаем немного растительного масла. Отправляем лучок в садж. Регулярно помешиваем. Промазываем луком и маслом все стенки саджа. Пошел аромат лука. Садж напитается ароматом лука, пройдет, так сказать, крещение и будет полностью готов к приготовлению новых классных блюд. Вот так вот, хорошенько, по всему саджу. Это, друзья, целый ритуал, тут торопиться не нужно. Как садж подготовишь, так он тебя и отблагодарит. Волшебный аромат царит в воздухе. Золотистый лучок радует глаз. Настроение просто не передать. Уже столько времени прошло, а такое чувство, как будто только начал заниматься своим любимым делом. Все, лучок поджарили. Аккуратненько достаем. Вот и познакомили, друзья, наш садж с первыми овощами. Лучок достал. Сейчас садж поставлю на подставку. Пускай отдохнет, пока подготовлю ингредиенты для нашего основного блюда. Поехали! Ингредиенты подготовили, все помыли, почистили, порезали. Устанавливаем садж на печь. Садж накалился, погнали. Масло миллилитров 150-200. Первый идет корейка. Подсолим. Добавим перчика. Запечатаем с каждой стороны.
Здесь также подсолим. Поперчим. Пошла жара, друзья. Поворачиваем. Красота какая. А запах. Мясо. Настоящая мужская кухня. Посмотрим. Ах, какая красота. Золотистая корочка. Корейка просто огонек. Немножко поджарим, переходим к следующей партии. Ух, красота. Так, на край убираем. Отлично. Берем следующую партию. Все, повторяем. Немного подсолим. Добавим перца. Соседи все повыходили. Ароматы маньяк. Советую вам, друзья, забросить все житейские дела. Рвануть на природу. Рвануть на рыбалочку. Взять мангальчик, печку, казанчик, сак, да все что угодно. Просто кастрик попалите. Поверьте, на свежем воздухе, смотря на огонь, готовя мясо, принесет вам это все огромное удовольствие. Класс, правда? Кореечка запечатали. Красота. Тоже ее на края пока. Прелесть. Дальше у нас идут свиные ребрышки. И по традиции подсолим. И как всегда добавим перчика. Куда же без него? На это, друзья, можно смотреть вечно. Вот она жизнь. И только это останется с вами навсегда. Не серые будни, не ваша работа, не куча проблем, а именно этот момент. Убираем ребрышки тоже на край. Доча очень любит сосиски на шпажке. Не будем отказывать ребенку. Немножко поджарю. Красоту все сделаем. Дальше, друзья, хочу пожарить морковочку. Просто кайф, сплошное удовольствие. Такая золотистая. Красавица. Дальше обжарим картошечку. Опа. Сама торопится Саша. Картошку неплохо бы тоже слегка подсолить. Картошку пожарили, довели до полуготовности. Достаем. Приготовление на природе – это творческий процесс. Следующее в садж идут шампиньоны. Вот скажите мне, друзья, на чем еще можно размеренно порционно готовить, распределяя температуру и продукты? Садж – это все-таки очень универсальная вещь. Даже казан так не может.
Следом идет лучок. Лучок необходимо тоже слегка посолить. Я сегодня специи использую по минимуму. Хочу, чтобы у мяса и овощей был свой насыщенный яркий вкус. Сдвигаем мясо, начинаем потихоньку формировать блюдо. Мясо сдвинули поближе к овощам. Немножко прикроем задвижку. Возьмем болгарский перчик и хорошенько украсим наше блюдо. Он подогреется, вкус его раскроется, станет более ароматным. Присолим помидорчики. И вот так их. Ну и какой же ароматный саш без чесночка. Вот так его. Настоящее праздничное блюдо. О таком дебютном блюде для саджи можно было только мечтать. Золотистая картошечка. Возвращаем назад сосиски. Кто не любит, можете не ложить, но я обожаю лимончик и люблю, когда мясо сочетается с соком лимона. Это просто песня. Попробуйте, друзья. Поверх всей этой красоты положим копченый бекончик. Накрываем всю эту красоту крышкой и оставляем на 15-20 минут. Посмотрим, как тут наши дела. Волшебно. Добавим свежего лучка. Голова кругом от такой вкуснятины. И сверху присыпем лучком. Еще на 5 минут под крышку. И наше блюдо праздничное готово. Ну вот и все, друзья, кульминация. Саш обожгли, приготовили яркое, сочное, ароматное, красочное блюдо. Что хочется сказать, саджем и печкой полностью доволен. Для себя отметил 3 основных плюса. Первое – это качество исполнения. Сделано из дорогостоящих материалов. И печь, и садж. Ни к чему не придраться. Все добротно и надежно. Второе – это, конечно же, мобильность. Очень удобно. Ножки разборные, дымоход разборный. Легко транспортировать и перемещать печь. И третье – это, конечно же, дизайн. Выглядит шикарно. И садж, и печка. Чего стоит только фирменная гравировка Davr Metal. Хочу вам, друзья, пожелать отличнейшего настроения. Сделайте ему шаг навстречу, оставьте зону комфорта, выезжайте на природу, на рыбалку, отдыхайте с семьей, путешествуйте. Только это в жизни приносит радость. Это и есть та жизнь, которой каждый из нас заслуживает. Так сделайте ей шаг навстречу, уделите ей немного своего драгоценного времени. До скорых встреч, друзья. Обнял, всем добра, пока-пока.